Всем привет! Есть два произведения, которые исполнит на фортепиано любой тремя пальцами обеих рук. Это «Собачий вальс» и «Начало лунной сонаты». И уж безусловно, каждый их угадает с 3 нот. Тем не менее, в сонате 3 части, и третья часть как раз таки главная в этой сонате, наиболее развернутая часть. Сюда Бетховен и перенес центр тяжести. Соната очень популярная и частенько входит в список популярной классики. Кстати, от самого этого термина академических музыкантов частенько потряхивает. Ну а от наполнения списка тошнит уже и самих педагогов. Итак, соната для фортепиано номер 14, до диез минор, опус 27, номер 2, более известная под названием «Лунная». Это музыкальное произведение, написанное немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1801 году. Бетховена раздражала популярность этой сонаты, которая звучала чуть ли не из каждого окна Вены. Все только и говорят, что об этой сонате. Но вообще-то я написал много чего получше. Он не давал этой сонате названия. В собрании сочинений она значится под номером 14. Лунной же ее назвал немецкий поэт и музыкальный критик Людвиг Рельштаб через 5 лет после смерти композитора. Музыка первой части напомнила ему ночную картину Фирвальштетского озера, залитого светом луны. За сонатой так и закрепилось название «Лунный свет», а на постсоветском пространстве просто «Лунная». Но на самом деле это название почти курьезное. Рельштаб тем и прославился, что часто ошибался в оценке. Так, например, он писал разгромные статьи в адрес Шопена и его бездарности. Также есть версия, что соната не то что не связана с любовью Бетховена к Джульетте Гвиччарди, как это показано в фильмах о Бетховене и о чем пишет весь русскоязычный интернет и популярная русская литература о музыке, а даже не связана с любовью в принципе. Идею первой части этой сонаты Бетховен взял у Моцарта. В начале Дон Жуана есть сцена, когда Дон Жуан убивает командора. Все в оцепенении, чувствуется дыхание смерти. Отсюда Бетховен и взял повторяющийся мотив. То есть лунная соната не про романтическую любовь, она про смерть. К тому же музыковеды-исследователи за эти годы выявили характерные музыкальные знаки в первой части, символизирующие смерть. Например, мотив креста, замкнутого круга, скрытый ритм похоронного марша. Тональность сонаты до диез минор. И, как пишут музыковеды, с давних пор эта тональность использовалась для изображения мук Иисуса Христа на кресте. Плюс оттуда же и пошло 4 креста, то есть диеза, расположенных крестообразно. Это и есть символ Христа. Короче говоря, если это действительно так, то шах и мат всем романтическим интерпретациям. Так что, когда под лунную сонату ставят романтический видеоряд с лебедями и цветочками, возможно, это фиаско. Эту сонату чрезвычайно ценили Шопен и Лист. Лист так вообще составил себе особую славу ее гениальным исполнением. Даже Берлиоз, вообще говоря, довольно равнодушный к фортепианной музыке, находил в первой части лунной сонаты поэзию, невыразимую человеческими словами. В наше современное время основным типом преобразований, которое чаще претерпевает классическое произведение, является его упрощение. Это упрощение касается прежде всего эмоционально-содержательной стороны и состоит в игнорировании развития образа, содержащегося в оригинальном сочинении. Оттого мы часто слышим исполнение лишь первых нескольких строчек. И все на этом. Ну а также искажение главного образа в сторону простого и понятного. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!